Барби! Хай, Кен! Рада приветствовать на канале Бульбина Долл, я Альбина. Вы, наверное, уже и забыли, как меня зовут. Я по вам всем ужасно соскучилась. Как же давно мы с вами не виделись. Уже успела выйти второй сезон сериала «Вэнсдей», а меня все нет и нет. Ну, в общем-то, несложно догадаться, кого мы тут будем распаковывать. У меня собрались всякие злодеи на фоне, которые готовятся принять в нашу кукольную семью саму Вэнсдей. Я ее тоже считаю таким мрачным, странным персонажем, поэтому вот ее ждут всякие злодеи. И Дракулаура, потому что это моя единственная Monster High на данный момент. Прежде чем мы приступим к распаковке и обзору куколки, я вам расскажу, где я пропадала. Я обещала вам это рассказать. Кому это не интересно, можете сразу перелистнуть видео на обзор. Время вот такое. А кому интересно, те слушайте. В общем, больше месяца я уже не выкладывала обзоров. За это время, как я писала в посте здесь в Ютубе, произошло много всякого приятного и совсем неприятного. Во-первых, в начале июля был Amazon Day и огромная распродажа на Mattel Creations. Я была по уши просто в заказах. Все свободное время я занималась вашими заказами. И у меня совершенно ни на что не хватало времени. Дальше июль – это у нас в Инстаграме месяц, когда куча кукольных челленджей и вечеринок. И, в общем-то, весь июль, когда находилась минутка свободная, я ходила по вечеринкам кукольным. А также праздновала свою. У меня темой годовщины страницы Инстаграма была рок-концерт. Это был самый массовый проект, который я фотографировала в кукольном мире. Посмотреть это все можно у меня в Инстаграме, и немножко я выкладывала в шортсы. В общем, это был масштабный проект, который тоже занял кучу времени. Пока соорудишь эту сцену, пока каждый кадр сделаешь, отфотошопишь эти фотки, у меня вообще не оставалось времени на обзоры. Простите меня, пожалуйста, что заставила вас так долго ждать. А потом я поехала на несколько дней домой в город Константиновка, который сейчас очень сильно страдает от войны. И впала в депрессию, потому что ситуация в городе ухудшилась. Как только я вернулась сюда, я узнаю, что ко мне во двор огромный прилет был. В общем-то, могу показать фотографии последствий. Стало, лишились бассейна, стены в пристройке, вот что в самой пристройке творится. Ну и, короче, какие обзоры, какое настроение. Я просто не могла собраться в кучу. Тем более мои родители остаются там в Константиновке и не выезжают. Это постоянные нервы, постоянная грусть, страх не вернуться домой больше никогда. Ну и вот, наконец-то, я более-менее собралась, живем дальше, надеемся на лучшее, молимся и готова снимать этот обзор. Ой, друзья, короче, на момент выхода этого ролика информация, которую я говорю на видео, уже вообще не актуальна. За время, пока я пропадала, произошли еще более херовые события. Короче, как многие знают, я вообще из города Константиновка, Донецкой области, который сейчас под просто лютым массированным обстрелом. Оттуда я выехала в 23-м году, когда мне в дом попала ракета, по Донецкой области в город Белозерское. Это 2 часа езды от моего города. Для меня переезд был всегда просто страшным кошмаром. Я и поступила заочно учиться только ради того, чтобы не уезжать. И, никогда не хотела никуда переезжать. Но вот в 23-м пришлось, но как-то я это восприняла тогда более-менее легко, потому что 2 часа езды я дома, а в принципе в городе было относительно тихо. А в Белозерском, где я снимаю вот эти обзоры на фоне камина, было полностью тихо до августа этого года. И, в общем-то, я вот этот обзорчик сняла, уже тогда я отошла от того, что я рассказала на видео, и тут буквально за одну ночь огромный прорыв на фронте, и фронт оказывается в 5 километрах от нас, и начинается лютый обстрел всеми видами оружия, город обстреливали, как не знаю что. А город, если что, манюсенький, маленький очень, и вымер он буквально за 2 дня. Выехали все, закрыли все магазины, аптеки, и оттуда надо было валить. Нам пришлось срочно паковать вещи, я не успела до сих пор еще осознать то, что мне пришлось переехать. Паковала ваши заказы под обстрелами, с перебежками в подвал, на нас орут родственники, собирайте вещи, бросайте все. Я пакую ваши заказы, потому что я не могу бросить, я человек ответственный. Полная херня.
Я переехала, теперь я проживаю в Киеве, не могу с этим смириться, хочу домой, все очень плохо, сплошные проблемы, начиная от переезда, заканчивая какими-то материальными в связи с переездом. У меня, конечно, совсем сейчас нет ресурса на хобби, я не фотографирую кукол, практически к ним не подхожу, еле-еле смонтировала этот обзор. Кстати, на данный момент у меня снято еще на старом месте у каминчика 2 обзора, этот на Wednesday и еще один, о котором многие просили. Они выйдут, а дальше я даже не знаю, у меня не оборудовано место, где мне снимать, да, и пока мне надо освоиться и смириться с этой жизнью. В общем-то, все это страшно. Я знаю, что я такая не одна, переселенцев много. Просто молюсь, чтобы и я, и все остальные быстрее вернулись домой. В общем, хотела с вами быть откровенной и поделиться бедой. Всем спасибо за внимание. Ну что ж, а теперь приступаем к обзору. Итак, наша сегодняшняя куколка. Это у нас персонаж Wednesday из одноименного сериала, который вышел в 22 году, вышел первый сезон. Сразу скажу, что сериал мне не понравился тогда еще в 22 году совершенно. Я не разделяла хайпа, который вокруг него происходил. Все пищали, этот танец зафорсился Wednesday. Мне же вообще было по боку. Я его посмотрела, так... И все, мне не понравилось. Но когда Monster High в коллабе с Wednesday выпустили серию кукол, в ней вышла, собственно, вот эта Wednesday, ее подруга Enid, оборотень которая, и еще одна Wednesday в образе Сбалы их в сериальном своем прикиде. И, в общем, произошли очень странные дела. Сериал Wednesday мне не нравится. Monster High я не коллекционирую, я это уже много раз говорила. Но увидев именно эту Wednesday, я влюбилась почти, с первого взгляда, я влюбилась с первого взгляда. Мне нравится все, начиная от ее коробки, заканчивая каждой деталькой. Приобрела я ее еще перед Новым годом, но настолько она мне нравится в своей коробке, что я ее вот только сейчас наконец-то созрела выпустить, и тем более, повод, это выход второго сезона. Второй сезон я не смотрела, кто смотрел, поделитесь в комментариях, как вам. Ну а мы тем временем давайте рассмотрим ее коробочку. Кукла располагается на заднике, который является стеной общежития, в котором Wednesday проживала в сериале. Мы здесь видим деревянную стену с паутинкой, деревянные полы с ковриком у нее под ногами. В углу стоит ее виолончель, а здесь витражное окно, которое... Ее соседка по комнате Энид разрисовала в разноцветное. Кто видел сериал, тот помнит, что они с подругой очень разные. Wednesday мрачная, любит все мрачное, а подруга яркая, любит все яркое, и комната у них так и поделена, что и показано здесь на задничке. Кстати, мне очень нравится, как эта кукла выглядит в коробке рядом с Энид. У них задники дополняют друг друга. У Энид это как раз цветная половина этого витражного окна. По бокам коробки с одной стороны изображение Wednesday куколки, с другой стороны надпись Monster High и Wednesday. Спереди также Monster High, Wednesday, Wednesday Addams. Кто такая Wednesday Addams, я больше ничего упоминать не буду. Это персонаж семейки Адамсов, сериала Wednesday, как я уже сказала. Это все и так все знают. Кстати, сегодня, как вы заметили, я попыталась воссоздать хотя бы примерно похожий образ на ее, но скорее на еще эпохи старых фильмов семейки Адамс. Что-то получилось такое. Косы я заплетать не умею. И для тугих кос, как у Wednesday в сериале, у меня прошивка слабовата. Конечно, я могла сделать косы, как у Wednesday в старом фильме, но мне как-то не очень нравится. Так что что-то вот такая белиберда, сделаем вид, что похоже. Да, сзади коробки тоже надпись Monster High, Wednesday, Wednesday Addams, изображение куклы, эмблемка Mattel и год выпуска самой куклы 24-й. То есть сериал первый сезон вышел в 22-м году, а куколки эти вся серия в 24-м. Говорят, скоро должна быть еще серия кукол по сериалу Wednesday. Приуроченная, кстати, ко второму сезону. Вроде как. Ждем. Также сзади якобы страничка из дневника Wednesday с текстом. Здесь написано: «Личные мысли Wednesday Addams. Не входите, иначе рискуете быть расчлененными».
Все состоявшиеся романисты ведут дневники, и я начинаю свой, чтобы записывать свои самые мрачные и жуткие наблюдения. Но я же говорила, что она злодейка. Он и злодеи ее ждут в нашей гоп-компании. Вместо типичных околосмертных переживаний и встреч с монстрами-убийцами меня шантажом заставили сделать маникюр в Сенит и вещью. Вещь – это ее незаменимый спутник, рука отрубленная. В оригинале The Thin. К счастью, у меня уже был лак для ногтей леденящего угольного оттенка. Он очень хорошо дополняет мою черную душу. Оказывается, совместное времяпровождение с соседом по комнате и его... Кого нахуй? Оказывается, совместное времяпровождение с соседом по комнате – это не синоним отупляющего страдания. В общем, страничка из личного дневника Венсдей, где она описывает один из дней, когда они красили ногти, якобы Сенит. В сериале я такого не помню совершенно, это какие-то выдумки Маттелла. Ниже тот же текст, как я понимаю, только на французском языке. Задняя часть коробки в такой же расцветке, как школьная форма Венсдей, но мы ее рассмотрим поближе, когда распакуем куколку. Так, ну глянем быстренько куколку чуть поближе в коробочке. Ай, красота, да и только. Какой красивый задник. Немного жалко распаковывать, но с другой стороны, я уже 2 месяца вокруг нее хожу, и у меня просто чесались лапки ее выпустить. Хочется новую куколку, а она давно ждет своего часа. Так что погнали распаковывать. Распаковывается, как я понимаю, все легко. Вот здесь блистер на липучке к задней части прикреплен. То есть мы просто отдираем эту липучечку. Оп. И я так понимаю, здесь она должна открываться. Да, блистер. Открываем и достаем этот великолепный, красивый задничек. Вот так куколка выглядит без блистера. Венсдей располагается в позе, как будто бы она в моменте щелчка пальцами. И жестовая кисть. У нее щелчок пальцами. Во-первых, я так понимаю, это отсылка к известнейшей мелодии, которую вы слышали в начале этого обзора, то есть саундтрек семейки Адамс. И также в сериале Венсдей щелчком пальцев открывался тайный проход в школе Nevermore, где учатся сама Венсдей. Рядом с куклой располагается подставочка. Сзади все тоже просто упаковано на скотче. Часть подставки в пакетике. Давайте все это быстренько открепим и освободим нашу красотку. Пыталась максимально аккуратно откреплять, потому что я хочу сохранить коробку и задник, но не совсем получилось. Первым делом давайте рассмотрим подставочку. Как я говорила уже миллион раз, я не коллекционирую Monster High и подставку от них держу в принципе впервые в жизни. Основание подставочки все в паутинке, а посередине эмблемка Monster High, вот этот черепочек. Снизу 22 год, MGM, компания, которая снимала Wednesday. Странно, что она указана даже на подставке. И Mattel 23 год. Кстати, права принадлежат Чарльзу Адамсу, фонду Чарльза Адамса. То есть даже эта подставка, она получается уникальная, только у Wednesday вот такая. Знатоки, скажите, так это или нет? Палочка. Такая же, как у подставок Барби. И что меня просто поразило, это этот держатель. Он такой малюсенький, он для моего мизинчика. Я сейчас, конечно, буду что-то новое для себя узнавать. Monster High на таком теле я еще даже никогда в руках не держала. Так что мне очень интересно, какая же у нее тонкая талия. В собранном виде подставка выглядит вот так. Из аксессуаров в комплекте вот такой вот рюкзачок. С черепком Monster High, с паутинками, с ремешками молдированными. Вау, сумка еще и открывается походу. Этого я вообще... Да, офигеть, супер. Сумка еще и открывается, этот рюкзак. Ну ничего так, детализация. Ну и, коль мы по аксессуарам и всяким отдельным частям куклы идем, вещь миниатюрная, маленькая, рука в шрамах, швах. Все как в сериале, в фильмах. Семейка Адамс. Рука замечательно держится на плече куклы и без всяких креплений. Вообще, вот эта вещь, это то, что мне понравилось больше всего в кукле. И первое желание купить ее возникло, когда я увидела, что это с ней в комплекте. На кукле держится замечательно, как я уже сказала. Ну а теперь давайте рассмотрим непосредственно саму красотку Wednesday, нашу среду. Боже,
Она такая миниатюрная, такие тоненькие конечности, что я боюсь ее сломать. Я думала, что самая мелкая куколка — это Петит Барби, которую я трогала, а вот она, Monster High. Интересно, что это за тело? Наверное, такие тела были у G1, то есть первой волны Monster High. Опять же, подскажите в комментариях. Давайте рассмотрим ее детально. Черные волосы, заплетенные в две такие мощные косички. Расплетать я их не планирую, поэтому прошивку мы нормально проверить не можем, но мне кажется, что она густая и хорошая. По крайней мере, в прическе выглядит замечательно. Кончики косиц очень сильно залачены. Прям как всегда. Ой, у нас немного вещь убежала. Кстати, стоять вещь не хочет, не стоит. Пробор посередине, две косы. Спереди челка тоже разделена пополам. По бокам у лица два залаченных таких песика, две прядочки аккуратные. Выглядит очень мило. Челка тоже залаченная. Черные брови с прорисованными волосками. Как бы вам это показать? Во. Мой желтый свет немного портит цветопередачу, конечно, но поверьте на слово, на глазах у нее Smoky Eyes. Ближе к внутреннему уголку серые тени, в падинке глаза черные тени, снизу черные тени, прорисованы реснички верхние и нижние, черные стрелки сверху снизу. Глаза очень красивые, карие, с белыми бликами двумя, а также на радужке у зрачков паутинки. Прикольно. На лице немного веснушек. Темная помада. Темно-темно-коричневая такая помада, почти черная. На лицо она мне очень нравится и похожа, в принципе, на актрису Дженну Ортега, которая играла Венсдей. Но эта кукла мне даже симпатичнее. Очень милая, очень прикольная. Уши не проколоты, без сережек. Хотя странное дело, на обоих ушах есть вот такая, как разметка под проколы. Как будто бы они планировали прокалывать ей уши. Очень странно. Одета наша Венсдей, как я уже, кажется, говорила, в школьную форму школы под названием Nevermore. Вот эмблемка школы у нее на пояске. Только единственное, как мы помним из сериала, школьная форма у них в черно-фиолетовую полоску, а Венсдей носила вот такую темную, потому что ненавидит яркие цвета. Серо-черную. Из одежды, я так понимаю, имитация рубашки. Я потом, конечно, сниму верхнюю часть, посмотрим точно, но мне кажется, это имитация рубашки белой. Черный галстук из такого латекса. А сверху как бы пиджак длинный, в черно-серую полоску, закрепленный поясом. Кстати, детализация тоже достаточно хорошая. И ремешок молдирован, дырочки, эмблемка школы. Прикольно. Черная юбка. На ногах темно-серые гольфы, украшенные паутинкой, в которую вплетаются маленькие эмблемки Monster High. Прикольно. Кукла, кстати, достаточно детализированная, и у нее прикольная обувь. Вообще, такой обувью, сейчас я расскажу подробнее, славятся сколлекторы Monster High, то есть коллекционные куклы. Но Венсдей с коллектором не является. Странно, кстати, почему. Вполне могли бы выпустить ее среди сколлекторов, мне кажется. Вот такие на ней черные ботинки. У правого ботинка каблук в форме скорпиона. Как мы помним, у Венсдей был питомец скорпион, у которого очень трагическая судьба, и она страдала по этому поводу. А второй каблук – это мини-версия ее виолончели с офигенной детализацией. Как бы вам поближе показать? Я, кстати, не знала, что у нее такие крутые каблуки. Это просто нечто. Гриф, струнки мелкие можно разглядеть. Сама виолончель вся в паутинке. В общем, просто супер. Имитация шнурков, платформа мощная, тракторная. Снизу эти каблуки выглядят вот так.
и подошва. Смотрю на нее и жалею, что я не купила дополнительный аутфит, который, кстати, тоже был выпущен в 22 году вместе с куклами по Wednesday. Там был ее второй лук сериальный, такой балахон и в комплекте виолончель. Боже, она ей просто нужна, она теперь нужна мне, но они везде sold out, разве что на eBay искать. Ну что, традиционно хочу раздеть куколку, посмотреть тело, тем более, повторяюсь, для меня это абсолютно в новинку. Сзади ее ремешок на кнопочке, оп, легко расстегивается. Ремешок пластмассовый, отложили. Пиджак этот съемный, не пришит к юбке он только, но это мы сейчас легким движением руки. Немного туго слазят с кистей, но, по-моему, у Monster High съемные кисти. Наверное, надо было их снять, прежде чем пытаться снять этот пиджак. Ну ладно, оп, оп. Пиджачок маленький, миниатюрный, на тончайшую талию, посредственного качества. Ткань неприятная, не натуральная. Я думала, рубашка пришита к тому пиджачку, и это его часть, но нет. Это, получается, часть платья. И она как бы не рубашка, а безрукавка такая. Рубашка-безрукавка. Снизу пришита черная юбка. Все это платье, так сказать, на липучке сзади. Милое такое платьечко. Галстук приклеен. Обувь сняли. Да, кстати, с другой стороны вот так выглядит каблук, забыла сразу показать. Гольфики, которые вполне могут подойти Барби. Ну и сама наша обнаженная куколка. Боже, это просто какая-то муравейка, а не куколка. Мне реально страшно к ней прикасаться. Шарниры в коленях, тугие, стопа каблучная. У всех Monster High такие ноги, как я понимаю, а еще у кукол по Гарри Поттеру, и у кого-то еще не помню. В плечах шарниры, в локтях шарниры, боже, какие тоненькие ручки. Как я уже говорила, кисть жестовая, маникюр прорисован, боже, на этих миниатюрных пальчиках они еще и прорисовали маникюр. Я так смотрю, Mattel старается над Monster High намного больше, чем над Барби, и, знаете ли, это обижает. В общем, каждый пальчик с прокрашенными ноготками, но краска немного съехала сбоку ногти, не там, где должны быть. Вторая рука не жестовая, обычная, пальцы в растопырку. Тут ногти прорисованы все на своих местах. Кисти действительно съемные. Молдированные трусы. На спине у Wednesday маркировка Mattel 2008 год. Странный изгиб тела. Ну, для меня это странно, потому что, как я говорила, с Monster High я не знакома практически. Очень миниатюрная, очень тоненькая. У меня мизинец толще, чем ее самая широкая часть ноги. В общем, прикол. Ее реально страшно сломать. Хочу сравнить ее тело с телом моей пышной Дракулауры. Вот она, наша голенькая Дракулаура. Она на пышном теле Monster High, которая появилась, как я понимаю, только вот с волной G3 среди новых Monster High. Wednesday прилично выше Дракулауры, ну и намного худее. У Дракулауры намного шире бедра, ляжки больше, ну, в общем, полностью она намного крупнее. Но мне, конечно, тело Дракулауры нравится намного больше. Такие формы. Ну, а Wednesday, как и должна быть, тощая. Мне кажется, Wednesday меня убьет за это, но я решила примерить на нее одежду Дракулауры. Ой. Как мы видим, обувь можно надеть, но великовато. У Дракулауры полнее стопа, но по длине такая же. Юбка огромная, кофта подошла. Боже, я ее пока туда-сюда переодевала, мне все время казалось, что я вот-вот ее сломаю. Но настолько все миниатюрно, эти кисти, шарниры, жесть просто. В общем, нарядила я ее обратно и рюкзак повесила на спину. Кстати, вещь может кокетливо выглядывать из рюкзачка. Что мне не очень нравится, так это то, что с этим поясом и всеми слоями одежды подставка не хочет ее нормально держать за талию. Я боюсь, что она сломается, она слишком тонкая. Поэтому пока я ее прицепила за ногу. Ну и так сойдет. Ну, в общем-то, вы знаете, хоть у куклы мало всяких аксессуаров, по сути, только рюкзак и питомец вещь, она все равно очень мощно детализированная и классная.
Опять с вами я, Пеппи Длинный Чулок, которая хотела быть Венсдей, с уже полностью расплетенными косами, но не суть. В общем-то, какой вердикт по этой куколке могу я вынести? Я очень довольна, что я ее купила. Несмотря на то, что я не люблю сериал Wednesday, не коллекционирую Monster High, она очень разнообразит мою коллекцию. Первая куколка на старом типе тел Monster High. Красотка. И вообще, хоть мне и не нравится сериал, но сама семейка Адамс мне всегда очень нравилась. Этот вайб готики, это мое. И куколка мрачная, готишная и очень красивая. Так что я довольна. Наконец-то я ее распаковала. Теперь буду ее тискать, щупать, фотографировать. Единственное, конечно, дороговато. Я ее купила по скидке, по-моему, за 1600. И это уже была приличная скидка. А на старте, я не помню, сколько она стоила в долларах, но, по-моему, там 2000 гривен или что-то около того. Это, конечно, дороговатенько, но, с другой стороны, качество детализации очень хорошее. Лучше, чем у тех же Барби, которые в той же ценовой категории. Mattel надо стараться для всех, а не только для поклонников Monster High. Буду рада почитать ваше мнение об этой кукле. Есть ли у вас по сериалу куклы, может быть, Энит, как она вам? Ваше мнение о сериале тоже мне интересно. Особенно, если кто смотрел второй сезон, делитесь впечатлениями. Потому что я еще не знаю, смотреть ли его вообще. Так что можете и спойлеры писать, но остальные будьте аккуратны, в комментариях могут быть спойлеры. В общем, рада буду с вами пообщаться в комментариях, мы так давно не виделись. Последнее видео это были ответы на вопросы, и сколько уже времени прошло. Ну и, конечно же, напоминаю ставить лайки, это для меня очень важно. Заранее спасибо. А с вами была Альбина Бульбина и девочка Среда. Всем хорошего настроения и до скорых встреч!